очень мощных GAN-зарядок для различных устройств, для андроида, для айфонов, для смартфонов, для планшетов, для различных каких-то девайсов и, конечно же, для ноутбуков, которые поддерживают зарядочку через Type-C. Да я что говорить, я даже вот таким вот югринчиком 140-ваттным заряжаю, как его, господи, пауэр-станцию. Прикиньте, у нее есть поддержка 100-ваттной зарядки, и 100 ватт я на нее отдаю вообще, как детки в школу заходят. Поэтому топ GAN зарядок на осень 2023 года на канале Технозон. Поехали! Мы на главной странице нашего канала. Конечно же, подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите наши дальнейшие такие вот интересные видео. А также у нас тут есть ссылки на различные ресурсы, на Технозон Украина, на телеграм-каналы с телеграм-чатами, да еще и на мой Twitch, где я стримлю очень интересные игры, и это очень весело. И там я зачастую отвечаю на вопросы. Я стримлю почти каждый день. Поехали, ребят. На пятом месте у нас производитель USAMS. И да, у нас будет разбивочка по производителям и по зарядочкам, которые они предлагают, именно по мощным, которые мы уже делали обзоры, тестировали, и смежным зарядкам, просто немножечко с другой конфигурацией. Здесь не будет представлено спорных зарядок, здесь будут представлены только хорошие зарядки, и оценивается место, это сочетание у нас, грубо говоря, цены и качества, и известности бренда, конечно же, его надежности, и плюс ссылочки на обзоры, и плюс на проверенных продавцов лежат в описании под видео тоже. У нас по USAMS зашло сюда 3 зарядочки. Одна из них зарядочка USAMS 100-ваттная. Их 2 вообще у нас USAMS 100-ваттных. Конкретно на эту я делал обзор 4 в 1. Это USAMS T44 100-ваттный GAN. Я его брал тогда с кабелем. Вот она вот такая вот прекрасная зарядочка. Все хорошо. По USAMS, поэтому это тот же самый USAMS, та же самая зарядка, немножко другая форма корпуса и другая конфигурация. И также есть у нас USAMS 140 Вт, Power Delivery 3.1. Казалось бы, при такой цене USAMS мог бы быть на каком-нибудь более лучшем месте, потому что когда вы увидите цены на другие продукты, и они дальше, то да, можно было бы их двигать, но у USAMS, честно вам скажу, немного дешевые материалы и не настолько далекий бренд, чтобы иметь очень большую базу откликов по надежности. То, что он работает, и наш USAMS 100-ваттный, мы его передали человеку, он до сих пор работает, это факт. Теперь, USAMS 100-ваттные, о чем идет речь? Это конкретные GAN-зарядки. 4-портовые. Если говорить конкретно об этой модели, то это 3 Type-C, 1 Type-A. Все это быстрые зарядки. Теперь смотрите, самое важное здесь, это не то, что они поддерживают и Quick Charge, до Quick Charge 4, и Power Delivery 3, ну здесь конкретно в этой 3. Меня волнует конкретно, здесь видите, есть Quick Charge 3, Quick Charge 2.0, SCP, FCP, AFC, Apple. Это значит, что здесь может заряжаться и айфоны, и Samsung, и те же самые Huawei со своей быстрой зарядкой. И, конечно же, здесь нет VOOC зарядки для ББК устройств, таких как OnePlus. И хотя они здесь заявляются, что могут заряжать 2 ноутбука, вот здесь вот и кроется, почему они у нас находятся на 5-м месте. Дело в том, что очень мало, вот как они пишут, 3 MacBook в синхронизации C1 45 Вт, C2 30 Вт и C3 20 Вт. Но дело в том, что этого мало. 30 Вт для MacBook или 30 Вт для какого-нибудь ультрика, например, у меня стоит Asus ZenBook, так у него зарядочка 65 Вт. И вот это вот самая большая проблема. Казалось бы, вот сейчас мы дойдем до расписания, да, этих самых портов. Да, кстати, когда мы дойдем, у всех зарядок из топа, я вам сейчас проговорю, есть защита от короткого замыкания, от перегрева, от овервольтажа, от оверперезаряда, от воспламенения, то есть от интерференции, от поражения, господи, как ее там, молний, короче, огромное количество различных защит есть у каждой из этих зарядок. Да, и вот оно расписание. В дуал-портах оно дает 65 Вт плюс 30, то есть 2 ноутбука вы тут точно не зарядите. А там дальше есть те, которые зарядят, поэтому есть как есть. По расписаниям вы можете посмотреть под видео по ссылочке. Действительно хорошая зарядка, как и следующая зарядочка. Вот этот USAMS просто немножко в другой конфигурации. Кстати, чтобы вы понимали, при цене 35 баксов это
охренительный вообще зарядник. Как и вот этот вот по цене за 38, у него просто два Type-A есть и поддержка практически тех же самых стандартов. Давайте я сейчас развернусь. Советую посмотреть мой обзорчик. Та же самая соточка с поддержкой PD 3.0, Quick Charge 2, Quick Charge 3, те же самые SCP, FCP, AFC для Samsung, для остальных устройств каких-то, для Apple в 2.4. Но здесь они хотя бы не заявляют, что можно заряжать два ноутбука сразу. Как-то там маркетинг победил, но зарядки в принципе одинаковые. Те же самые уровни защиты и вот расписание двухпортовых моментов 65 плюс 30. Ничего не поменялось, поэтому можете опять пойти посмотреть. Также у USAMS есть и зарядочка с PD 3.1, что уже на текущий момент становится таким более стандартом. У нас, кстати, есть тестер для PD 3.1, если кто не знал. Это у нас Power Z, очень классная тема. 140-ваттный, и он стоит 47, кстати, за 47. 140-ваттный зарядник, чтобы вы понимали, мой Ugreen на 140 Вт стоит, ну, действительно подороже. Теперь по нему какие у нас вопросы? Примерно то же самое, но опять он не может заряжать два ноутбука. Вот поэтому это пятое место, мы должны понимать. У него на C1 плюс C2 100 плюс 30. 100 плюс 30. Ну как так? Вот объясните мне, пожалуйста. При том, что они поддерживают практически все вот эти вот новомодные 28 вольт 5 ампера она держит, 20 вольт 5 ампер она держит. Все очень красиво. Опять с теми же самыми технологиями, с той же самой технологией GaN плюс PD 3.1. И есть у нас, смотрите, сейчас расписание посмотрим. Они, кстати, с 240-ваттным кабелем шли в комплекте, очень даже неплохо было. Это, в принципе, та же самая зарядка. Вот, смотрите, мультипорт C1 плюс C2 100 плюс 30. Пятое место. На четвертом месте Anker. Сейчас многие заноют, скажут, да ладно, Anker с его-то качеством. Четвертое место, ребят, 78, почти 79 баксов за 120-ваттную зарядку. И это при том, что официально Anker из Китая не продает. Он сейчас переметнулся на рынок Европы, и ему выгоднее продавать там дороже. Я свой последний Anker, у меня были зарядки, и вот у меня лежит Anker беспроводной, у меня там еще кое-какой Anker был. Я покупал конкретно в Германии, а вот сейчас, находясь в Украине, заказать из Китая могу только у каких-то там, например, Anker Flagship Store. Это ассоциированный магазин, это дилер, это не официальный магазин. А в официальном Anker магазине практически ничего из зарядок нет. Не верите? Могу показать. Смотрите, если я зайду сейчас на AliExpress и введу Anker GaN, то мы не увидим ни одной зарядки из официального магазина. Его просто нет. Anker Official Store, вот если мы сейчас поищем его, вот, зайдем в Anker Official Store, то там из продуктов есть только вебкамы, проекторы, наушники и спикеры. Все остальное у них по зарядкам на текущий момент ничего нет, к сожалению. Ну, есть как есть. Но при этом 120-ваттный зарядник за 78. Да, качество у Anker крутое, все хорошо, но при этом сейчас топовые зарядники других фирм-конкурентов качество ничуть не ниже. Поэтому тут надо уже понимать, что Anker вроде бы с хорошим качеством под них просто-напросто все подтянулись. Но и Anker, даже Anker пресловутый, если посмотреть, там Power IQ 4.0, у них действительно по защите, у них, видите, мониторинг температуры 3 миллиона раз в день. То есть датчик работает с такой частотой. Конечно же, заявлена совместимость со всеми там айфонами, со всякой фигней. Это все меня мало. И они не показывают абсолютно никакого расписания портов. Поняли? А я вам сейчас скажу. Сейчас мы попробуем с вами пойти просто-напросто в Google мультипорт и найти, как он заряжает. Там тоже нет варианта для двухпортовой зарядки. А ну сейчас. Кстати, они очень по-хитрому, я находил вот этот мультипортово с 737-го, они по-хитрому пишут 120 ватт суммарно на две зарядки. Чтобы вы понимали, один порт всегда будет до сотки, а второй, тридцатка максимум будет давать. То есть, грубо говоря, они таким образом разделятся. И тут вот в этом Anker тоже подслился. То есть, они на фоне других зарядок, которые начали давать возможности заряжать по два ноутбука, они просто-напросто начали вот хитро писать два
2 порта, 120, ну такое, знаете, по-хитрому. Хотя зарядник очень неплох, но 78 баксов. А вот тут дальше у нас ворвался Базеус, или Бейзос, как его называют, со своими, какими-то охренительными ценами. За 28 баксов 100-ваттный зарядник. Практически, чтобы вы понимали, это тот же самый USAMS. Вот он, я вам сейчас его покажу. И вы мне скажите, что это не он. То есть, я так понимаю, что Базеус последнее время, ну, вы видите, да? То есть даже надписи у нас очень похожи. Базеус в последнее время начал играться с таким себе OEM. Справедливости ради скажу, качество охренительное. Но опять 65/30. Да, он поддерживает и Power Delivery, и AFC, и различные моменты. Давайте сейчас посмотрим. Здесь GAN 2 Pro технология. 100 Вт у нас тотальная мощность этого дела. Подходит для макбуков, для iPad, для свечей. Все красиво, все хорошо. То же самое. QX Charge 2, QX Charge 3, SCP, FCP, AFC, PL24, PE+. И есть у нас Power Delivery 3, Power Delivery 2. Все то же самое. А в мультипорте 65/30. Ну как так можно было ложануть с такой ценой, такой зарядкой? Сделайте 65. Ну, тут мощности не хватит. Но дело в том, что у них есть и 160-ваттная зарядка. Тоже GAN-зарядка с поддержкой Power Delivery 3.1. Тоже подходит для айфонов, для макбуков, для различных ультрабуков на Type-C. Но опять же мы имеем 100/60. Лучше, но надо 65. Для второго ноута надо 65, как минимум 65/65, вообще идеальное было бы соотношение. Но как так? Но это уже вообще прям круто-круто. За 53 бакса 160 ватт зарядка, и она прям вот очень похожа, потому что PD3.1, вот реализация 1 Type-A на 2 Type-C, очень неплохо. По качеству Базеус мы очень много раз рассматривали, очень неплохое сочетание. Давайте по мультипорту посмотрим. 140 ватт на одну, хорошо, согласен, это хорошо. 100/60, ну, тоже неплохо, но надо второй на 65, то есть мы, получается, не вытягиваем. Было бы лучше, если бы они сделали, там, грубо говоря, 65/65, это было бы 120 в сумме, и третий бы порт у нас шел бы, ну, они сделали, это просто особенность этой зарядки, но за эти деньги это просто суперовая вещь. Неплохо, советуем. А вот здесь на втором месте у нас Туки. Это вообще какая-то сумасшедшая компания, которая делает неплохие зарядники, но с достаточно низким, ну, ниже среднего качеством исполнения самих материалов, но при этом тут все компенсирует их цена. Просто-напросто цена. Цена в 22,60 за 100 ваттник. Ну, давайте посмотрим вообще. При том, что у него 419 5-звездочных отзывов, то есть реально за 22,60 на текущий момент 100 ватт поиметь. Ну, допустим, уже там пошло Яплах за 25 баксов. Но и здесь уже мне за такие деньги пофигу на его расписание. Я буду по очереди заряжать. Я вам сейчас покажу. Смотрите, 140 ватт Туки, GAN технология, все тут в порядке. Реальные 100 ватт на лэптоп. Хорошо, давайте 5-портовый, чтобы вы понимали. Это вот хаб, это называется хаб. Давайте расписание. Где расписание портов? 100, 100, 100, 60, 60. И тут пошло 95 плюс 45. Дуал-порт, теперь понятно его цена. В дуал-порте он и до сотки не дотягивает, и 45 на второй выдает. Неправильное распределение, неправильное. Вы либо уже делаете сотку и плюс там, грубо говоря, 40, да, либо сотку плюс 30, чтобы сотка была максимальная, либо уже делаете 65 на 65. Ладно. То есть Туки на втором месте, это однозначно. Их две, вторая 120 GAN, 120-ваттная, она стоит чуть дороже, потому что, во-первых, тут нужно еще найти, нет оригинального какого-то магазина Туки, они продаются везде, но это неплохая зарядка, которую я тестил, но не снимал. Я вам сейчас покажу расписание этого всего, чтобы вы понимали, все эти зарядки, они поддерживают вот эти вот защиту от овервольтажа, от перегрева, от короткого замыкания и тому подобного. И опять же здесь 65 плюс 55, вообще какое-то расписание дикое. Плюс 55.
Есть как есть, ребятки, есть как есть. Но неплохо, неплохо. Советую. Второе место. Идем, смотрим, ознакомливаемся с этими зарядочками. Я по Туке уже работал, нормально. А вот первое место, конечно же, производитель Ugreen. Последнее время Ugreen просто как с ума сошел. Есть три варианта. Сотка, она стоит сейчас 39 баксов. Ребята, 100-ваттный ган. Ее использует моя дочь. Я делал на него, конкретно на него обзор. Можете смотреть этот обзор. Она заряжает одновременно свой iPad, свой iPhone и наушники. И еще у нее остается Type-A, не знаю для чего она его использует, просто пустой. Все на Type-C висит. Чтобы вы понимали, вот этот вот за 39 баксов, давайте конкурент, ну Туки конкурент, нет, у Ugreen это просто топ. Нексодовый, само собой, галлий нитрид, все супер, как должно быть. Расширенная безопасность, это именно GAN 2. Теперь давайте я сейчас вам покажу расписание. Здесь как бы тоже поддержка PD3, PD2, PPS, QXR 4+. Есть у нас FCP, SCP, AFC. Все стандартно. У них у всех одинаково. Подходит для, видите, у нас для айфонов до 15 серии. Тут они не пишут еще 15, потому что она раньше вышла. Galaxy S23 Ultra. Все хорошо. А теперь мы смотрим. Здесь у нас 65 плюс 35 на двухпортовой. Тут удивляться не надо, тут лимит 100 Вт. Мы сейчас посмотрим, что у нас конкретно по 140 ваттным. 140 ваттная у меня есть. Power Delivery 100 дает на один порт. Здесь все как бы стандартно. Тут у меня к ней придраться нечего. За 39 баксов, как и во всех остальных вариантах, мы видим, что она не дотягивает до двух ноутбуков. Но можно заряжать, например, один MacBook Air и один iPhone. А вот этот вот 140 ваттный монстр за 90 баксов, да, дорого. Да, дорого. Но это Power Delivery 3.1. Мало того, это опять же то же самый, смотрите, момент о зарядке двух лэптопов. Они об этом и заявляются. И тут расписание именно дает вариант. У меня, когда два лэптопа, у меня есть, допустим, вот этот вот Asus ZenBook 14 и был у меня еще Apple MacBook Air, который, те, кто давно на канале, помнят, я с ним там носился, пока не продал. И я их два втыкал. Кстати, вот эта зарядка поддерживает для MacBook Pro 16 140 Вт чистых. Это вот ее отличие. Почему она дороже? Говорят, а я вот лучше возьму там Baseus, а я лучше там возьму Anker, а я возьму там Туки или что-нибудь другое. Ребята, 140 Вт это единственная зарядка из топа, которая дает чистые 140 Вт на Apple MacBook Pro 16, которая поддерживает этот 140-ваттный быструю зарядку. Вот. А теперь дальше. Два лэптопа, 2 по 65 тянет. То есть два ультрика по 65 вы можете спокойно заряжать одновременно. Это не значит, что они там будут в режиме работы, а конкретный заряд на быстрой зарядке. И мало того, я его реально использую каждый день на работе. Он у меня стоит, вот он, 140-ваттничек. Теперь дальше, смотрите, по расписанию. Да, он маленький, он по сравнению даже с каким-то вот зарядником от... А вот, кстати, оригинальный зарядник Asus, вот он, оригинальный зарядник Asus, так вот, они почти в одном размере. Дальше, совместим со всеми протоколами, это все хорошо. И тут у нас появляется расписание на мультипорте 65 на 65. Другого здесь не дано. В однопортовом режиме 140 на 100. То есть либо 140, либо 100 на втором, либо 22,5 на третьем. И на трехпортовом у нас идет 65, 45 и 22,5. Это оптимальное соотношение. Но это еще не все. Если говорить о чем-то более мощном, например, на рабочем столе я использую очень много зарядок, иногда здесь не хватает портов, то есть вот такие вот станции у нас за 250 баксов. Это 300-ваттный GAN Charger. Я вам скажу, это не дешево. Это не дешево, совсем не дешево, это даже очень дорого. Но у этой док-станции есть призвание того, что если, допустим, рабочее место, вот, да, там у тебя стоит, это очень классно программеры покупают, я видел, у него стоит, например, MacBook 1, стоит MacBook 2, стоит еще какая-то фишка, он заряжает смартфон и еще какой-нибудь прикол, да, там под наушники, то здесь у нас нексодовый GAN 300, GAN X300. Дальше.
До 5 девайсов сразу, 5-портовый. Расширенная безопасность, это все понятно. Тут мы все видим, видите, 2 ноута, еще и одновременно тянет лэптоп. Теперь по расписанию. Когда мы доберемся по расписанию, у нас первый порт 140 Вт и 2 порта по 100 Вт. Сейчас мы доберемся до расписания, вы поймете, о чем идет речь. GAN 2 технология, проапгрейдженное охлаждение. Давайте, опять же, те же самые все уровни защиты. Тут все хорошо. А вот теперь смотрите. В двухпортовом режиме он дает 140 на 100. 140 на 100. Это просто круто. Это просто круто. Это полноценно можно заряжать просто отличные ноутбуки. Даже в трехпортовом он дает 140, 100 и 60. 2 ноута. И еще на 60 Вт вы быструю зарядку имеете. На секундочку. В 4-портовом варианте 140, 65 и 65. 3 ноута. 3 ноута от одной зарядной станции. От одной зарядной GAN станции. Да, это невероятно дорого, но она того стоит. На первом месте у нас Ugreen, все остальные места вы видели. Решать вам, выбирать вам. Советую обращаться не только к моим обзорам и смотреть не только на мои отзывы, а еще и руководствоваться своей головой. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.